Всем привет! Вы на моем канале, меня зовут Ирина. Присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Это важно. Поехали! Сегодня у меня в видео обработка пальчиков ног в технике комби, а также покрытие гель-лаком в стык кутикуле. Выполнение полного педикюра с этими арбузиками вы можете посмотреть в одном из предыдущих моих видео, ссылочка вверху экрана. С предыдущего педикюра у нас прошел уже месяц, поэтому я снимаю покрытие твердосплавной фрезой с красной насечкой. Работаю на 20 тысячах оборотов. Специально беру фрезу с красной насечкой, потому что под слоем гель-лака у нас очень тонкий слой базы, и чтобы не повредить ноготь, работаю очень аккуратно. Теперь убираю свободный край ногтя. Срезаю кусачками лишнюю длину. Делаю это ровно, никакие углы не вырезаю. Единственное, что делаю с уголочками, скругляю их пилочкой. С помощью этой же пилочки на 180 грит придаю форму ногтям. Теперь приступаю непосредственно к обработке кожи. Отодвигаю слегка кутикулу пушером и работаю пламенем 0,23 диаметра с красной насечкой на 17 тысячах оборотов. Сначала обрабатываю все 10 пальчиков на форварде, левую сторону, а потом переключаю ручку на реверс и обрабатываю правую сторону. В процессе работы у меня забилась фреза пламя с красной насечкой, поэтому для обработки правой стороны я взяла другую фрезу. Не нужно бороздить слишком глубокие ямы в педикюре пламенем, убираем только видимые птериги и то, что налипло на ноготочек. Теперь смачиваю пальчики мыльной водой, чтобы кожа немножко размягчилась. Вычищаю подногтевые мозоли. Это кожа, которая набилась за месяц под ноготочек. Если ее не убрать и покрыть ногти гель-лаком, то уже через неделю клиент почувствует дискомфорт в точках вроста. Кутикулу срезаю ножничками исключительно для ровного среза. Если кто-то привык работать накожницами, пожалуйста, это тоже хороший вариант. Я же срезаю кутикулу ножничками, а дорабатываю боковые валики накожницами.
Теперь приступаем к покрытию. Подготовила ногтевую пластину, обезжирила ее Nail Prep. Праймер в педикюре я не использую. Теперь покрываем тонким слоем любой жидкой базы. А пока ногти сушатся 60 секунд в лампе, показываю вам сегодняшний цветник. Это торговая марка Milano 009 из палитры 10 мл. Это эмалевый светлый цветник нежно-розового оттенка. Покрываю все ногти в 2 слоя. Если гель-лак растекается, можно покрывать по 2 ноготочка и просушивать в лампе. Сегодня у нас будет нарядный дизайн а-ля невеста. На второй ноготочек наношу серебряный глиттер, а на большом ноготочке у нас будет инкрустация. Ну, инкрустация это я, конечно, громко сказала. Вот такая вот серебряная блестяшка квадратной формы. Креплю ее на густой топ и просушиваю в лампе. Далее перекрываю весь ноготь топом. И устанавливаю 2 стразика. Креплю их тоже на густой топ без липкого слоя. Просушиваю в лампе и перекрываю все ногти топом. На большом ноготочке при покрытии топом обхожу стразики, чтобы они потом блестели. Ссылочку на все материалы, которые я использовала в этой работе, оставлю в описании к видео. Вот такие вот ножки у нас были до обработки. И вот что у нас получилось. Если вам был полезен этот сюжет, ставьте лайк, пишите комментарии, мне будет приятно. И подписывайтесь на мой канал. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. А я всем желаю хорошего вечера и до новых встреч. Пока-пока.